Всем здравствуйте! Сегодня мастер-класс по ремонту забора. Продолжение, краткое содержание предыдущей серии. Кто не видел, для новых зрителей, для тех, кто пропустил, будет ссылка в комментарии. Вот такая тут красотень. Такой домик. Не все виллы у нас будут одинаковые на канале. Это Юра мне поможет сегодня. Мне надо отремонтировать вот эту трещину. Решает, мне надо будет срезать. Особо здесь, видимо, вот эти, здесь, видимо, эти ямы. И там, где ее рассверлит, у нас такая вот трещина. Здесь тоже трещины. Еще одна трещина здесь. Ну, сейчас гляну с той стороны. В прошлом ролике мы начали с укрепления этой стены. Вставили туда железный квадрат, сварили его, закрепили, подготовили трещины для заделки. Хозяйка дома Людмила Георгиевна хотела сделать хорошо, и хорошо заплатила, так что стараемся мы на совесть. Поэтому я и говорю, что мастер-класс, смотрите внимательно, как надо делать качественно и как редко кто делает. Ну и напомню, мне позвонил подписчик с Германии, ее сын говорит, что ее все обманывают здесь, хорошо, что я вас нашел. Приходите, посмотрите, возможно, вы как-то ей сделаете по-человечески. Чем нас Людмила Григорьевна кормит сегодня? Курицей. Ну и опять же, смотрите до конца, так как я показываю про жизнь Виталия. И вот чего у нас происходило в городке, тоже вам решил поделиться. Ну, не только как я работаю, как мы и отдыхаем. Ну и снова 5 минут моря будет. Каждые выходные еду туда. Ну, как же вам не показать. Работа, забор вроде несложная, но там требуется терпение, настроение, поэтому настроились мы серьезно, с кофейком и вперед. Так. Не особо у меня получается большую яму выкопать тут. Вот здесь какие-то соединения электрические, там какой-то провод еще. Но таким образом я смогу залить. Хоть как-то укреплю. Хоть что-то. Какие-то были у меня железяки, туда позабивал, хуже не будет. Чуть-чуть жесткости. Надолбал. Хоть что-то. Земля там очень рыхлая. В общем, угол вообще никак не укреплен там в фундаменте. Насыпал немного гравия. Также сделал раствор, цемент, песок и гравий, щебенка такая. Ну, примерно 1 к 3, 1 к 4 цемента. Какие-то большие типа куски. Посмотри. Когда я делал смету, я подозревал, что буду заниматься этим углом. Ну, в общем-то, я должен был отремонтировать и покрасить забор. Но это просто было необходимо сделать. И напоминаю, когда вы берете деньги с запасом, что что-то непредвиденное, оно всегда появляется, что-то непредвиденное, и вы можете сделать работу именно хорошо за счет того, что у вас нету этих денег впритык, потому что здесь даже пошло много дополнительно на материалы, даже на мусор, который я вот выбрасывал в конце, собралось у меня больше 10 мешков. 15, наверное. Вот за каждый я пришлось заплатить мне евро 50, чтобы выбросить его.
И тут тоже вроде ямка маленькая, но 2 бидона у меня пошло сюда этого материала. Это все земля. Первых муравьи вот это. Капец. Это уже рыбка. Охренеть. Ну это вот потому что они всю эту землю сожрали. Ну, можно стяжкой здесь залепить, закидать, хоть что-то будет. Ну, хотя бы этот кусочек чуть Ну да, можно ну да. сделать. И вот такую же джетаду, как там, сделать. Хотя бы. Вот такое мы разрыли. Надо залить сейчас. Раствором хоть что-то будет. Да, посыпем под этим. Землю я не знаю куда, что я должен, в машину что ли. Можно, конечно, в мешки. Я вроде как должен стеной заниматься, а не вокруг стены. А это надо сделать обязательно. Ну и тоже вначале я же не видел, что там яма такая, что там творится, еще и муравьи. Ну, земля, бурьян, как и вдоль всего забора. Кстати, вдоль забора уборку должны делать коммуны. Вот эту траву, землю убирать. В моем городке, допустим, это все добросовестно чистится, убирается. Насколько Италия вся разная. У них нет, никто не хочет делать, хотя деньги-то они платят за это. И тут такое получается. Забор-то вроде бы ваш, и в ваших интересах убрать этот бурьян, чтобы он его не разрушал внизу. Вот Солана. Весь секрет итальянского строительства. Какая-то вулканическая фигня такая, типа легкого песка. Ее везде добавляют, и она дает особую прочность. Что пуцеланы надо сыпануть. Берем. Все, заканчиваем этими муравьями. Уже. Заливаю? Да. Дырка какая-то. Передвинь, наверное, бидон сюда. Ну и здесь на дороге, смотрите, там сливная яма, здесь столб кто-то вкопал, от столба идет какая-то трубка туда на щиток. В общем, все делали какие-то свои работы, но никто не думал, что они ослабят этот забор. Так что ваши проблемы никто не будет решать, об этом должны заботиться сами. Тоже маленький нюанс. Цементный раствор этот очень опасный для камня, его потом не отдерешь. Юра чуть запачкал, ничего страшного, надо сразу смывать. Она быстро сохнет и трескается. Почему я вам объяснил, что мало кто так делает? Потому что 90% людей придут эти щели, либо вообще не будут расшивать, так подмажут, нашмаркают, что оно ничего не даст. Я знал, что я буду их расшивать, я всегда расшиваю такие трещины, потому что именно это дает гарантию, что она не вылезет через месяц снова. Ну и соответственно я цену ставлю из расчета объема работы. Самое главное, всегда смачивайте. Можете расшить, но не смочите, ничего не получится. У меня такой способ, можно просто кисточкой. Это не обязательно. Вообще, все, что я показываю, это тоже не обязательно. Вы можете делать как угодно. Просто я показываю свой способ, к чему я привык, что мне удобнее. Такие штукатуры обычно пользуются на таких работах только мастерком.
Я часто использую шпатель, и иногда меня спрашивают, а что это ты шпателем делаешь? Да говорю, да удобно мне шпателем, какая тебе разница, вот что я делаю. Знаете, сколько у меня таких вопросов? Почему шпателем? Да потому что. Напоминаю, я-то не штукатур, я занимаюсь этими работами, но я больше шпаклевщик, а шпаклевщики в основном-то работают шпателями. Трещина просто неудачно как-то вышла за тем ящиком, никак туда не доберешься. И не хотелось там играться, тратить время. Ну, как-то сделал. Ой. В любом случае надо закинуть. Ну и ж вот эту работу, то, что я сейчас делаю, это мало кто вообще делает. Это, понимаете, человек скажет, ну, чтобы это все красиво сделать, надо перештукатурить всю стену. Хозяйка говорит, меня устраивает этот эффект. И теперь мне важно было, чтобы эти трещины слились. Я вам говорю, что 95% людей никто не будет это делать. Это надо терпение, за это надо платить. Обычно все просто шпателем намажут, покрасят и уйдут. Естественно, то получается то горб, то яма. Я думаю, что присмотритесь на улицах, даже у вас в доме, очень часто вот эти болячки. Мне интересно сделать, чтобы было идеально и незаметно в конце после покраски. И в данном случае я до последнего сомневался, а будет ли видно эти швы, которые я заделал. Ну, в конце оцените. Стоим, работаем себе, никого не трогаем, останавливается машина, какой-то мужик вылазит. Я думал, сначала Юрин знакомый, у него это, блин, по всей Италии этих знакомых. Но нет, просто Dai, famo il проезжий. video, per ricordo. Io famo il video per ricordo. Dopo mi dice non fatto niente, io ce l'ho Poi ci dico non ci abbiamo fatto niente, c'è pure... Ну и вот вам пример. Многие мне говорят, в 60 лет они уже не могут работать, старые, все болит. Вот человеку 75. Sta in forma, oh. 75. In forma. Si può fare video? Bravo persona. 75. 75, guarda che mano. Sì, che fiore. Come? Che zona? Giardiniere. Ah, scusa. Tutta la vita al giardiniere? Se braccia, pare che ha fatto il muratore. Io ho fatto tutto, il pugile, Il pugile. cazzo. Grande, grande. Guarda qua. Eh? Mazza me, fai su, tira su. Tira la maglietta. C'è addominale, eh? Sì, è tosto come il ferro, 75 anni. Ti porti benissimo, complimenti, oh. Mazza. Complimenti. Ancora le ragazze di scuola. Dai, grande. Numero uno. Sì, dai, Dai. Dai, caro, ciao, buon pranzo. Говорит, я еще женщин, еще часик. Я иной раз удивляюсь. Не говори, что я на пенсии, я устал. Постоянно хуяришь, и можно хуярить так. Я тоже рассчитываю, что я до 70 вроде могу. Здорово, слышал, рука? Да деревянный какой. Я думал, твой знакомый, а он просто так. Я почему говорю, что южные люди, кто живут вот в таких местах, они очень такие болтливые, Около земля есть, около Джардина есть более сюда. добродушные. Как бы рабочий рабочего всегда уважает. Блин, стоп мешает. Распили нас. Ага.
закончилось, короче? Там еще есть булька. Что, намочить? Хочешь, ты закидай так, слегка первую руку добавь, чуть воды, такой, знаешь, брызг. А я чуть-чуть это заровняю. Сука. Видите, как эта туфа цепляет. Идем обедать. Нас покормят сегодня даже. Нас кормят. И еще рыба есть. Паста, рыба. Так всю жизнь работал бы. Так будет полный комплект. Хочу вам показать немного спокойно, более-менее подробно. Уже говорил как-то, я тоже иногда пользуюсь чьими-то роликами, там машину ремонтируют. Вот это включают постоянно ускоренно, ничего не поймешь, ничего не запомнишь. Ну так, я знаю, что часть людей обязательно что-то урвет с моей практики, с моей работы. Ну а кто впервые на моем канале, я рассказываю за жизнь в Италии, в основном за мои работы. Работы будут разные, скоро поеду во Францию. Так что подписывайтесь, чтобы не потерять канал. Я думаю, вас развлеку неплохо для разнообразия вашего ютуба. Всегда приветствуется поддержка лайками, комментариями, даже донатами. В описании канала есть мой PayPal, Revolut, ну и Telegram. Чуть перепад, это ушло туда. Сыграть. Трещина немного разрушила это порфидо, как называется, снизу. Думал вообще снять этот угол, но это надо было опять приклеивать. Еще нехилый кусок работы. Поэтому я решил, что можно подремонтировать таким способом. Никуда не денется, тоже будет держать.
так как дорога вся заасфальтирована, сверху я решил закончить асфальтом, но все-таки асфальт немного дорогой и пришлось бы покупать много мешков. Поэтому стяжка чуть дешевле, я еще заполнил стяжкой дырку. А асфальт я купил по 8 евро мешок. Бывает и 15, и, по-моему, даже больше 20. Я не знаю, в чем разница, но тот, что я купил, он был довольно такой грубоватый. Стяжка это делается полусухая, там много воды не надо, поэтому я не разводил даже в бетоне, а вот сделал просто таким способом. Юра пошел себе на свой колым, там он занимается то установками тендов, то всяких стекол. Так что я остальное все доделывал сам. Но и то вначале спасибо помог. Согласитесь, эта работа более привлекательная, чем моя. Si è scordato il particolare gliel'ho dato io per questa. Ну, а мы херачим дальше асфальт. Называется он холодный асфальт. И, если честно, я первый раз в жизни вот занимаюсь этим. Кстати, тоже идея. Конечно, деньги надо немного потратить, но наверняка вы где-то ездите, и рядом у вас уже много лет какая-то дырка, которую никто не хочет заделывать. Ну вот вы можете пойти купить сами, потратиться, зато спасете свои колеса и стойки на машине от этих ям. Ну и просто поговорить с соседями или кто тоже ездит. Давайте скинемся, там пару мешков засыпем и будем жить спокойно. Ну вот иногда все просто сделать, а надо, чтобы кто-то подал идею, кто-то это все организовал. Согласитесь же, почему мы ждем, что нам то ЖЭК что-то должен отремонтировать, то государство такое безалаберное уборку не делают. Ну можно взять веник, самим подмести, яму тоже самим заделать. И опять же все это сообща, с соседями поговорить. В общем, есть варианты, и именно они приносят вам удовольствие, опять же, удобство. Но никто о нас не будет заботиться, если мы сами не поднимем свою задницу и не закопаем нашу яму, которая нам приносит проблемы. Мне почему-то вспомнилось в Украине, в моем подъезде. Я 20 лет назад уехал, там при входе была такая огромная яма, плитка отвалилась, цемент отвалился. Я приехал через 20 лет, никто это даже не отремонтировал. Что вы думаете? Я в отпуске пошел, купил песок, цемент и засыпал эту яму и опять уехал. Ну вот так вот у меня. Скажу вам так, этот асфальт немного крупный, как я уже говорил. Его очень непросто было утрамбовать. Я думаю, тот, что подороже, он более такой финишный, и его легче было бы трамбовать. Даже через пару дней я еще так наступал, но все-таки жара, он как-то еще не сильно подсох. Так, раздел я грунтовку. И надо смешать с краской чуть-чуть. Здесь тоже нюанс. Грунтовка, знаете, такое дело. Ты вроде бы ею прошел, а ни черта не видно. Это же не краска. Многие тоже экономят и не делают это. Ну, будет и так держать. Будет, но меньше. Начал красить кистью.
Что-то оно у меня так медленно шло, то есть за счет того, что фактура такая не гладкая стены, в дырочки во все не забьешь, идет очень медленно, ну и решил я компрессором пока. Надеюсь, процесс понятен. Супер. Все это можно за одну руку сделать теперь. Класс. Так. Чуть не хватает. Вот этой, наверное. Или что не хватает? Херен вот этой. Понимаете, там, если бы стена была гладкая, то можно красить валиками, чем угодно. А вот такую шершавую, я думаю, что забрызгать будет быстрее. Главное, чтобы это сопло выдержало кварцевую краску. Там есть два, я поставил, которая пошире. Смотрим. Ну, скажу вам, вроде бы так просто все красить, но есть свои нюансы. Компрессор надо постоянно чистить. Там батареи, которые разрешаются, их надо иметь достаточное количество. То есть свои нюансы, и не думайте, что вы возьмете и все так просто у вас получится. У меня даже в конце вышла проблема. То ли листья, мусор налетел в ведро, я не фильтровал эту краску. И начало мне немного плохо идти. Я уже последние пару метров все равно докрашивал кистью. То батареи все разрядились. Ну, у меня есть еще один компрессор электрический, но он остался на вилле у Светы. Некуда дома ставить все. Опять же, это все надо, литр краски, он очень быстро выходит, опять быстро надо это все залить. Опять, в общем, сопло засыхает, его надо мыть периодически. Ну, я вам говорю, что если вы первый раз красите, немного поиграетесь. Но терпение, понимаете, в чем причина, и все получится. Ну, а если у вас достаточно денег, зачем вам этот геморрой? Идите, занимайтесь своими делами, находите меня в Телеграме, пишите, я вам прихожу, все делаю качественно и красиво. Все-таки это правильный принцип, каждый должен зарабатывать деньги в том, в чем он специалист. А все вместе, знаете, и не там будет. Или не будет. Вообще общество так и должно работать. Если у меня порвалась обувь, я пойду к обувщику. Если у обувщика сломался забор, он позовет меня. Как-то так. Фу, все вроде почти закончил. Стену покрасил. Еще здесь чуть-чуть. Попросили меня. Шкрябал старое такое, что отваливалось. Это прошел типа грунтовки. Ну и теперь у меня одна деликатная работа еще есть. Где моя? Где мой инструмент? Вот он. Очень важный. Идем. Глянем, что у нас тут. Мне надо заделать пару трещинок там. Видите, забор уже готов. Есть тут небольшие такие. Эти я заделал, видите, я их вообще выдалбливал. А есть тут вот типа таких еще. Надо заделать. Ну, как мы их будем делать, сейчас покажу. Можно по-всякому. Я заделаю так. Кстати, Людмила Георгиевна очень мудрая женщина. Ее сын, знакомые говорят, ну вышли там, что там получается с тем забором. Она говорит, ничего не вышлю, потому что половина процесса только
Зачем вам смотреть только на половину работы? Ну, правильно, вот как в данном случае. Уже кто-то подумает, о, засрал весь камень. И да, в этом она права, надо показывать уже конечный результат. А все промежуточные варианты, это как бы дайте мне закончить. Насчет покраски, компрессор, ну, оставил какие-то пятна. Конечно, всегда лучше на 2 руки. Ну, 2 руки не обязательно было. И я прошел просто кисточкой, еще так легенько 2-ю руку. И все пятна, которые были, закрасились. Вон еще здесь есть. Еще здесь. Это такое, лишь бы шо, пару дней вид сделать. Это надо добросовестно все отколупливать, если хотят сделать хорошо. Он сейчас мне начнет внизу капать, брызгать, потом внизу мыть. Понимаете, как одна работа добавляет другую. На таком камне очень опасно, если вы делаете швы цементом таким 1 к 3, но это штукатурка. Если вы вовремя не смоете, вы испортили камень. Это фактически потом невозможно очистить. Поэтому надо очень осторожно быть. Мне, кстати, Марьян рассказывал, когда-то работал с каким-то румыном-напарником, и они вот на следующий день все отдраивали 2 дня, потому что в первый день не помыли. Все, бляха-муха. Помыл. Иду обедать. По-моему, все. Почистил, помыл. Что-то дождем домоет. Можно еще тут чуть-чуть. Это все уже легко отмывается. Ну и присмотритесь, все трещины, которые я заделал на стене, их фактически не видно вообще. Все. Блин. Все. Последний отчет. Ну и напомню, видите, весь мусор строительный, что отвалился, вывез. Это было около 15 мешков, а около 20 евро заплатил за выброс. Ну, в общем, что. Белое это и белое. Тут чистое это и чистое. Остальное дождем домой. Еду домой. Еще 1,5 часа. Короче, даю классную идею. Сижу, жду Валю. Пошла зуб ремонтировать. Солнце палит прямо. Я бы не знаю, как я тут выдержал и сколько я здесь буду сидеть. Смотрите, что я придумал. Ну, понятно. Все ставят, когда уходят. А если не уходишь, а жарко. А там опять жарко. И вот так вот классненько. Еще и сеточка у меня есть. Окошко открыто. Прям кайф. Вообще не жарко. Ну и вот я дома, мой городок. Заставили всех убрать машины. Видите, у нас тут как мероприятие. Парковка запрещена. Что же происходит в нашем городке сегодня? Идем посмотрим, вам покажем. Раньше всегда снимала какие-то эти мероприятия, что тут проходили. Не очень пользовалась спросом.
Пишите, нравится ли вам, если буду показывать. Лето начинается, еще будет много чего. Скажу вам честно, почему-то с каждым годом эти карнавалы какие-то более скромные получаются. Раньше немного было все живее, веселее, более насыщенно. Ну, что есть, то есть. Вот это 1,5 часа я гулял, чтобы снять вам кино. Посмотрим, или вам понравится. Ну, что понравится, не понравится. Я же показываю просто жизнь. Все, что более-менее интересно. Пишите. Прикольно, не? Я считаю, что любая движуха, она уже классная. Жить вот в таких селах, как я говорил, хорошо, но эта движуха тоже нужна, она по-своему тоже как лекарство. А все лето у них теперь будет каждый вечер, каждую пятницу что-то здесь у них будет происходить. По пути на море заехал на мойку. 4 евро стоит помыть машину, чё бы не. Давно не мылись. Машина и так старая, ну хотя бы чистая должна быть. Рядом румыны машину мыли, почему-то улыбались из того, что мы снимаем эту мойку. А иногда, когда я снимаю на пляже, люди думают, что я маньяк. Один раз прям так и озвучили, Валя услышала. Хоть бери с табличкой ходи, что я блогер и я снимаю все для зрителя. Где же я ее так сам отмою, не? А еще и с этим, с черой, чтобы блестело, еще и с феном. Будем быстрее ехать, обтекаемость будет лучше.
Ну и в воскресенье по традиции море. Приходить хорошо сюда пораньше, когда людей мало и вода чистенькая. Сегодня взял ласты. Что еще? Все, ласты и круг взял. Не мучиться, не плавать, а лежать и балдеть. Все, одолжил у чувака насосик. Дома есть, но я забыл. Фу. Лепота! Когда бы я уже покатался на этом мотоцикле? Ну, не на этом, а вообще в принципе. Зачем они летают и вот это вот небо царапают?